Шехзаде Мехмед, сын Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем Султан. Исследуя архивные материалы Османской династии, большинство историков склоняются к тому, что несмотря на то, что у султана Сулеймана было несколько сыновей, именно Мехмеда он любил больше всех остальных детей, и именно его он планировал преемником власти от отца к сыну Османской империи. Большинство любителей сериала «Великолепный век», которые впоследствии увлеклись османской историей, знают, что Мехмед умер довольно молодым, ему было всего 22 года. Потому не станем останавливаться на деталях его рождения и дальнейшей жизни, перейдем сразу к главным фактам о жизни Шехзаде Мехмеда с отсылкой на турецких историков. Факт первый. Мехмед был четвертым сыном султана Сулеймана. Итак, Шехзаде Мехмед был четвертым сыном султана Сулеймана, который был рожден наложницей его султанского гарема. До Мехмеда родились Мехмед, Махмуд и Мустафа, и все они появились в разные годы от наложниц гарема Шехзаде Сулеймана, то есть до его восхождения на трон. Факт второй. Мехмед и Мустафа были соперниками. После того, как Сулейман стал султаном, его мать Валиде Султан занялась гаремом сына. Часть рабынь Сулеймана были выданы замуж, другая небольшая часть девушек получили свободу и вернулись в свои семьи. И доподлинно неизвестно, какие конкретно молодые рабыни Сулеймана благополучно перекочевали в его султанский гарем. Вся свита, то есть гарем, переехала из Манисы, где служил Сулейман, до того момента, как стал султаном, в Константинополь, в Старый дворец. Дворец, в котором жил предок Кануни Фатих Мехмед. В 1521 году Хюррем, будучи пока рабыней Сулеймана, рожает ему четвертого сына. Его звали Шехзаде Мехмед. Почти сразу из 4 сыновей султана в живых остается 2 – Мустафа, мать Махидевран, и Мехмед, мать Хюррем. 2 других Шехзаде умерли, как считается, от оспы. Сыновья султанов всегда непримиримы друг с другом. Скорее, они просто ладили, так как закон Фатиха не оставлял им на жизнь никаких надежд. А потому, и чтобы там не говорили любители истории, Мустафа и Мехмед были соперниками в борьбе за трон. Факт третий. Сулейман планировал передать трон Мехмеду. Пожалуй, самой любопытной подробностью жизни Мехмеда является факт о том, что, во-первых, Мехмед был очень любимым сыном королевской четы, во-вторых, Кануни целенаправленно готовил трон Мехмеду. Давайте я объясню. Как я уже говорила, Санджак Маниса получали в истории лишь те Шехзаде, которых правящий султан видел достойным трона, ну или старшему сыну султана. Мустафа отправился в Манису, достигнув соответствующего возраста, но как только того же возраста достиг Мехмед, Сулейман отправил его в Манису, а Мустафу в Амасию. Считается, что такое решение Кануни принял не единолично, такое решение навязала ему Хюррем. Но, зная историю, уверена, что Хюррем вряд ли могла влиять на решение султана в то время. Факт четвертый. Точной информации о причинах смерти Шехзаде Мехмеда нет. Никто не знает на самом деле о том, от чего умер Шехзаде Мехмед. То, что показали в сериале «Великолепный век», всего лишь предположение. И таких догадок основных 2. Первая – Шехзаде умер от чумы, заразившись от одной из наложниц. Вторая – от той же оспы, но только болезнь была вызвана тем, что заразу Мехмеду занес доктор, подкупленный Махидевран. Друзья мои, Махидевран, конечно, хотела смерти Мехмеда. Но это какой же властью и возможностями надо обладать, чтобы из Амасии спланировать и реализовать план в Манисе
по убийству Мехмеда. Мне кажется, эта версия абсолютный бред. Кстати, что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Факт пятый. У Мехмеда была только одна дочь. Как мы с вами знаем, сыновья султана имели гарем. Находясь во дворце, они не имели права обзаводиться детьми, а вот уже в санджаках такая возможность и право у них были. У Мехмеда был свой гарем, и одна из любимых наложниц родила ему дочь. Пишут, что Мехмед был однолюб, любил всего одну рабыню и с ней проводил свое время, прям весь своего отца. А так как она родила ему дочь, это давало ей право и дальше встречаться с Шехзаде. Один сын, одна наложница. В данном случае правило было неприменимо, так как, во-первых, Мехмед был в статусе Шехзаде, во-вторых, его любимая родила ему только дочку. Дочь назвали Хюмашах, о ее нелегкой судьбе у меня есть видео на канале. Посмотрите, чтобы пощекотать себе нервы. Факт шестой. Мехмеда хоронили дважды. Дело в том, что когда умер Мехмед, Сулейман был крайне опечален. Требовалось захоронить сына, но Кануни четко для себя решил, что любимому сыну нужна отдельная мечеть. Тогда Мехмеда захоронили временно в мечети султана Баязида. Кануни же поставил задачу Мемару Синану срочно построить усыпальницу для Мехмеда, а затем там же была возведена и мечеть. Кстати, эта мечеть Шехзаде стала первой императорской мечетью монументальных размеров у архитектора Синана. Этот просто невероятно профессиональный человек сделал Стамбул таким, как мы его сейчас видим, с исторической точки зрения, разумеется. Итак, эта мечеть Шехзаде Мехмеда больше известна сейчас как мечеть Шехзаде Баши. Очень огромна. Гробница Мехмеда стоит посреди огромной мечети. Она была построена раньше. Там же в комплексе есть медресе, гостевой дом, трапезная, начальная школа, караван-сарай. Факт седьмой. Сулейман всему миру доказал, что именно Мехмед должен был стать следующим султаном. Перезахоронив сына из мечети Баязида в персональную гробницу и построив сверху мечеть, Кануни установил огромных размеров деревянный резной трон прямо над местом захоронения Мехмеда, таким образом отдав дань любимому сыну и доказав всем, как сильно он его ценил. Кстати, расскажу вам одну очень любопытную деталь. Тайна зеленой колонны. Среди серых стен, окружающих комплекс Шехзаде Баши, можно встретить с виду неприметную зеленую колонну. О ней ходит несколько легенд. Самая главная из них гласит, что Сулейман однажды озадачился вопросом, где находится центр Стамбула. Он поставил задачу Мемару Синану найти эту середину города и как-то обозначить ее. Синан сделал соответствующие расчеты и нашел центр Стамбула, поставив зеленый столб. Как говорят, что люди и сейчас ходят вокруг него и даже не представляют его историю. И так случилось, что центр Стамбула пришелся на мечеть Шехзаде Мехмеда. Что это, друзья? Знак или пророчество? Пишите в комментариях. А на сегодня все. Напоминаю, что у меня есть дополнительные площадки для тех, кто не хочет или не может смотреть мои ролики на YouTube. Кроме того, мои видео на других площадках, таких как ВКонтакте или Дзен, выходят на 3-5 дней раньше, чем на YouTube. И не забывайте про телеграм-канал. Что-то нас там совсем мало. Обнимаю вас. Желаю мира и добра. Оливия.